Когда мы выбираем маршрут космического путешествия, то, конечно, ищем самые интересные объекты. Экзопланета Кельт-9b – горячая штучка и перегнала по температуре многие звезды. На нее обязательно нужно посмотреть. Белый карлик Янус на расстоянии 1300 световых лет от нас обзавелся двумя лицами – из гелия и водорода. Эта диковинка сулит массу впечатлений. Но насколько верны прогнозы астрономов относительно этих небесных тел? Экзопланете не поставишь градусник, а у белого карлика не возьмешь анализы. Как тогда можно узнать их температуру и химический состав? Не попадем ли мы в просак, приготовившись к жаре Кельт-9b и гелиеводородной среде Януса? Давайте в этом разберемся. Готовим астрономические рулетки, защитные очки от слепящего света самых ярких звезд. Что еще нам понадобится в пути? Узнаем по ходу дела с помощью ученых. Они находят в небе все новые объекты, и это очень нелегкое занятие. Некоторые звезды и галактики, очень далеко от нас, даже по космическим меркам, прямо на краю Вселенной. А экзопланеты вообще маленькие и тусклые, поскольку сами не светят и только отражают излучение светил. Причем звезды порой затмевают их своим светом, мешая наблюдению. Ученые говорят, что далеко не всегда эти объекты удается увидеть в небе напрямую. Они используют различные методы, чтобы выловить в темном необъятном космосе новичков. Как их удается вывести на свет? Рассмотрим это на примере экзопланет, которые наиболее сложно обнаружить. Всего 93% экзопланет открывают с помощью наблюдений за периодическими пульсациями, поскольку метод очень ограничен. Он касается исключительно миров, вращающихся вокруг пульсаров. Эти нейтронные звезды посылают импульсы электромагнитного излучения с регулярной частотой. Позавидуют лучшие швейцарские часы. Если астрономы замечают хоть малейший сбой тайминга, то это нужный им объект. Скорее всего, в системе пульсара есть экзопланета. Это случается очень редко, поскольку нейтронные звезды – остатки после взрывов сверхновых. Во время катастрофы их планеты обычно разрушаются. Но есть и исключения. Пока наиболее перспективным считается система пульсара PSR J2007 плюс 3120. В ней удалось найти следы двух экзопланет. Они в несколько раз массивнее Земли и имеют период обращения в 1,9 и 3,6 года. Метод астрометрии дает примерно аналогичные результаты и тоже требует от астрономов засечь колебания звезд, только обычных. Подобным способом открыто примерно 0,3% от их общего числа. Чтобы уловить дрожь от воздействия планет, исследователи постоянно фотографируют участок неба с нужным Солнцем и опорными светилами. Если основная звезда меняет положение относительно других, то можно говорить о наличии у нее планетной системы. Для этого требуется очень точная оптика, потому астрометрия считается достаточно сложной и затратной. Однако ее преимущество в том, что можно довольно легко рассмотреть планеты с большими орбитами. Недавно астрономы наблюдали за ультрахолодным красным карликом TVLM 513 в 35 световых годах от Земли. В итоге им удалось зарегистрировать смещение положения звезды. Ученые пришли к выводу, что вокруг нее движется экзопланета с периодом вращения около 220 дней. По оценкам исследователей, этот объект массой примерно в треть Юпитера, что позволяет сравнить его с Сатурном. Следующий метод гравитационного микролинзирования намного эффективнее. Он дал возможность открыть около 3,5% всех экзопланет. Чтобы их обнаружить, астрономы как бы превращают звезды в гигантские лупы. Это позволяет увеличить маленькие тусклые экзопланеты. Суть в том, что между звездой с планетами и наблюдателем должно находиться еще одно светило. Тогда гравитация второго Солнца играет роль линзы, фокусируя свет, и дальние экзопланеты становятся видны. Недавно с помощью этого метода обнаружена экзопланета, вращающаяся вокруг красного карлика в созвездии Стрельца. Пока о ней известно немного.
Предполагается лишь, что это невероятно холодный, замороженный, как снежок, мир. Прямое наблюдение дает показатель в 3,9%. Несколько больше, чем предыдущие методы, хотя все равно результаты достаточно скромные. Чтобы заметить тусклые экзопланеты, астрономы не просто рассматривают небо в телескоп. Они предварительно блокируют свет звезды, чтобы он не мешал поиску, с помощью специального прибора — коронографа. Так недавно засекли нужный объект во время прямого наблюдения очень далеко на расстоянии 485 световых лет от Земли. Там находится удивительная звездная система HIP-81208, которая похожа на разноцветную новогоднюю гирлянду. Она состоит из голубого гиганта, красного и коричневого карликов. Вся компания очень молодая, возрастом всего в 17 миллионов лет, но красный карлик успел обзавестись собственной планетой. Это настоящий супергигант, массой в 15 раз превышающий Юпитер. А вот измерение радиальных скоростей или метод Доплера приносит астрономам богатый улов. Таким образом, открыли около 19,4% экзопланет. В чем его суть? Когда планета чуть раскачивает звезду своей гравитацией, астрономы наблюдают смещение спектральных линий. После анализа изменений в спектре звезды они могут засечь экзопланету. Одной из последних таким образом обнаружена HD 855-12b в 36 световых годах от Земли. Экзопланета в 3,6 раз массивнее Земли, и у нее предположительно водяное ядро. Этот мир находится в 4 раза ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Однако его оранжевый карлик светит в 8 раз слабее нашего желтого. Потому HD 855-12b попадает в зону обитания звезды. На этом небесном теле может быть вполне комфортная температура в пределах около 25 градусов Цельсия. Но у нас все равно остается 72% всех известных экзопланет, а это тысячи далеких миров. Какой чудесный способ позволил астрономам их обнаружить? Вечная карусель, на которой планета кружит по орбите вокруг своей звезды. Этот метод называется транзитным, и он позволил ученым достичь потрясающего результата. Вот как с его помощью астрономы ведут охоту в небе. Если вокруг светила вращается планета, то астрономы периодически будут замечать нечто подобное солнечному затмению. Яркость звезды пойдет на спад, когда планета перекроет ее свет для наблюдателя. Удивительную экзопланету WD-1856b из созвездия Дракона обнаружили именно так. Она оказалась гигантом, который перерос собственные светила. Да, обычно звезды неизмеримо больше. Солнце, например, в 10 раз превосходит в радиусе Землю. В случае с экзопланетой WD-1856b в 80 световых годах от Земли все наоборот. Она в 7 раз больше своей звезды белого карлика. Представьте, что волейбольный мяч вращается вокруг теннисного. Вот как будет выглядеть эта космическая парочка. Обнаружить экзопланету было очень сложно. Система чрезвычайно тусклая, ведь ее звезда белый карлик излучает только за счет внутреннего тепла. Его гигантская планета, к тому же, движется буквально бок о бок со своим миниатюрным светилом и облетает вокруг белого карлика всего за 1,5 дня, в 60 раз быстрее, чем Меркурий вокруг Солнца. Однако по-настоящему ученых поражает, что планета выжила при столь близком соседстве со звездой. Около 10 миллиардов лет назад это был горячий желтый карлик, как Солнце. В процессе эволюции за миллиарды лет он потерял значительную часть своего термоядерного топлива. Тогда звезда увеличилась в 1000 раз и превратилась в красного гиганта. По мере роста он должен был поглотить ближние планеты своей системы, но этого не случилось. Что спасло WD-1856b? По мнению ученых, экзопланета сформировалась как минимум в 50 раз дальше от своего нынешнего места и осталась недосягаемой для раздувшейся звезды. Но тогда как WD-1856b
позже удалось перебраться так близко к светилу? На этот счет существует несколько гипотез. Наиболее вероятный сценарий связан с существованием вблизи от WD-1856b нескольких газовых гигантов размером с Юпитер. Их гравитационное влияние могло дестабилизировать планетную систему и отбросить WD-1856b к звезде. Более подробные детали об экзопланете узнать тяжело, ведь она расположена в 80 световых годах от Земли, а это миллиарды километров. Но как ученые высчитали это расстояние? Универсальной космической рулетки для замеров, понятно, не существует. Вместо нее астрономы рассчитывают, насколько удалены небесные объекты с помощью прямых наблюдений, теоретических моделей, а сейчас и компьютерного моделирования. Чаще всего применяется метод параллакса, о котором известно еще с древних времен. В 1611 году Галилео Галилей предложил дифференциальный метод параллаксов. Его смысл в следующем. Если все звезды удалены на разные расстояния от Земли, то более близкие будут смещаться сильнее, чем далекие, но расположенные с ними на небе по соседству. Лучше понять этот метод поможет простой эксперимент. Возьмите, например, карандаш и наведите на экран компьютера. Затем поочередно закройте каждый глаз. Эффект будет следующим. Правым глазом вы увидите карандаш на одном месте по отношению к экрану, а левым глазом — на другой. То есть вам будет казаться, что предмет наблюдения на заднем фоне смещается. Подобное движение объектов и называется параллаксом. В 1838 году немецкий математик и астроном Фридрих Вильгельм Бессель впервые измерил расстояние до звезды 61 Лебедя. Он использовал для необходимых расчетов гелиометр, старинный прибор измерения небольших углов на небе. Теперь параллаксы определяют, конечно, значительно точнее. В астрономических программах измерения проводятся по разным положениям Земли на ее орбите, как правило, в каждое время года по очереди. Так определяется угол наклона относительно наблюдаемого объекта и его фона. Вычисляя эти углы параллакса, астрономы могут достаточно верно оценить расстояние до звезд в радиусе 100 световых лет. Зонд Гайа Европейского космического агентства в данном случае раздвинул горизонты. Аппарат помог ученым с точностью до миллисекунд измерить параллакс многих объектов, причем очень далеких, которые находятся в нескольких десятках тысяч световых лет от нас. Однако определить расстояние до самых отдаленных звезд по-прежнему безумно сложно, а для магнитаров вообще было исключено. Только недавно ученые смогли сделать в этой области прорыв. С помощью параллакса они определили расстояние до далекого магнитара XTE J1810-197, который оценивается в 8150 световых лет. Сейчас постоянно разрабатываются новые методы определения расстояния до далеких космических объектов. В новом исследовании американские астрофизики предположили, что песни красных гигантов могут дать информацию об их местонахождении. Так они назвали низкие звуки, которые возникают внутри этих светил. Но при чем тут пение звезд и расстояние до них от Солнца? Ответ на вопрос скрывает эволюция светил. В конце жизненного пути у них заканчивается водород, необходимый для термоядерного синтеза. После этого звезды остывают и раздуваются, превращаясь в красных гигантов. Их яркость меняется из-за невероятно сильных звуковых волн, которые колеблются внутри них. Звуковые вибрации, которые наблюдаются как изменение яркости, позволяют астрономам понять расстояние до них. Чем дальше светило, тем оно колеблется с более низкой частотой. Подобно этому баритон имеет более низкий тембр, чем тенор. Учитывая яркость звезд и их песни, можно более точно измерить расстояние до красных гигантов в отдаленных галактиках. Расстояние вообще тесно связано с яркостью объектов, и ученые с давних пор пытаются точно определить это значение. Еще во II веке до нашей эры древнегреческий астроном Гиппарх разделил все звезды на 6 величин.
Самым ярким он присвоил первую величину, самым тусклым — шестую, а остальные распределил в промежутке между ними. Впоследствии Веге, яркой звезде, присвоили нулевую звездную величину. Сириус и другие сильнее сияющие объекты считались отрицательными величинами. На первый взгляд все кажется несложным. В реальности методика, стоящая за этим, может немного вскружить вам голову. Каждое увеличение на одну звездную величину означает... Нет, не увеличение яркости. Наоборот, объект в этом случае будет в 2,52 раза слабее предыдущего. В настоящее время оптические инструменты расширяют нашу досягаемость, позволяя видеть объекты до 10-й звездной величины с помощью бинокля. Космический телескоп Джеймс Уэбб может даже фиксировать галактики со слабой звездной величиной 34. Впрочем, низкий показатель, то есть высокая яркость, тоже не гарантирует объекту великолепную видимость. Световое загрязнение, облака и расположение Земли, Солнца в отношении объекта играют решающую роль. Например, яркие кометы близко к Солнцу тонут в его лучах, поэтому их трудно заметить. Если речь идет о световом загрязнении или помехах, то здесь больше всего прикладывает руку Луна. Из-за ее воздействия иногда трудно увидеть комету или туманность 4-й величины в бинокль или небольшой телескоп, тогда как звезду 4-й величины легко заметить. По этой причине астрономы разделяют звездную величину на видимую и абсолютную. Видимая звездная величина — это то, насколько ярким объект выглядит для нас на Земле. Абсолютная звездная величина измеряет внутренний свет. Для звезд она показывает, насколько яркими они выглядят на фиксированном расстоянии, а для планет измеряется расстоянием Земля-Солнце. Когда мы имеем дело с рассеянными объектами, такими как туманности, звездная величина рассчитывается как сумма всех видимых яркостей. От расстояния и яркости во многом зависит определение возраста космических объектов. Понятно, что из-за расширения Вселенной небесных старожилов относят на ее окраины, но это общее правило. Чтобы точнее определить возраст космических объектов, ученым приходится как следует попотеть. Недавно на краю мироздания ученые с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб обнаружили две галактики. Это настоящие космические динозавры, которые появились спустя всего 350 и 450 миллионов лет после Большого взрыва. При этом первая из них, глаз Z13, считается самой старой на сегодняшний день. Возраст этих галактик ученые определили по высоким показателям красного смещения. Чем оно больше, тем длиннее расстояние преодолел свет до достижения Земли. Чтобы идентифицировать древнейшие галактики, исследователи сначала пересмотрели снимки Джеймса Уэбба и выбрали наиболее перспективные объекты на основе их цвета. Какие галактики особенно заинтересовали исследователей? Прежде всего те, которые незаметны в видимом свете, но отображаются в инфракрасном диапазоне. Это означает, что галактика сильно смещена в красную часть спектра, а это делает ее потенциально очень старой. Но в этих галактиках нужно еще узнать возраст их звезд и планет. Здесь применяются совсем другие подходы. Так, яркость и цвет звезд — очень долгий астрономический срок, в целом остаются неизменными. И все же с течением времени эти характеристики немного меняются. Путем наблюдений и сравнений этих данных с моделями поведения звезд на той или иной стадии эволюции ученые могут оценить их возраст. Кроме того, у светил по мере их старения замедляется вращение. С помощью метода, известного как гирохронология, астрономы сравнивают, как быстро кружатся звезды разного возраста. Их вращение создает сильное магнитное поле, а его активность вызывает появление звездных вспышек, то есть выбросов энергии света. Снижение такой активности говорит о том, что звезда пожилая. Есть еще один эффективный метод расчета, который называется астросейсмологией. Он основан на изучении вибраций на поверхности звезд, вызванных волнами из их недр. У молодых светил эти колебания отличаются от тех,
которые можно наблюдать у старых. С помощью подобных вибраций астрономы смогли вычислить, что нашему Солнцу 4,58 миллиарда лет. Возраст планет и астероидов астрофизики определяют несколько по-иному. В этом случае чаще всего используются радионуклиды, особые атомы, которые медленно выделяют энергию в течение длительного периода времени. Так, например, ученые выяснили возраст самого старого известного метеорита. Старожил бороздит небо уже 4,57 миллиарда лет и был свидетелем рождения Земли. Для сравнения, наиболее старые горные породы на нашей планете образованы 4,4 миллиарда лет назад. Их добыли в недрах Земли и изучили в лабораториях ученых. И это вполне понятно. А как все происходит в случае с далекими космическими объектами? Очевидно, что возраст планеты с помощью радионуклидов можно определить, лишь имея ее частичку для исследований. Но в расположении астрономов находится только изображение небесных тел, полученные благодаря телескопам. И все же они нашли выходы из положения. Возраст каменистых объектов, например, Марса или Луны, исследователи определили с помощью кратеров на их поверхности. Чем старше объекты, тем больше на них уничтожено следов очень древних ударов, комет и астероидов. Однако этот метод не подходит для газовых гигантов, таких как Юпитер. В данном случае возраст планеты оценивается с помощью подсчета кратеров на ее спутниках. Но сколько лет самым далеким мирам, где кратеры не увидеть? Чаще всего это определяют по возрасту их родительских звезд, наличию или отсутствию в системе облака пыли и обломков и других наблюдений. В отличие от трудностей с определением возраста, может показаться, что размер космического объекта узнать легко, особенно ярких звезд. Но это не совсем так. Светила расположены на разном расстоянии от Земли, и не всегда можно точно вычислить по свету, как далеко находится звезда. А от этого зависит ее размер. Если звезда кажется гигантом по сравнению с другими, то астрономам нужно точно убедиться в этом, ведь она просто может находиться ближе к нашей планете. Так светило с самым огромным угловым диаметром, то есть занимающее наиболее значительную часть неба, наше Солнце. Но это не самая большая звезда, просто она наиболее близка к Земле. Угловой диаметр Солнца, то есть его видимый размер, составляет около 1,2 градуса. Если мы знаем угол, который Солнце занимает в небе, и насколько оно далеко, мы можем вычислить его истинный диаметр. Оно составляет 1,39 миллиона километров, примерно в 109 раз больше земного. В отличие от Солнца, все остальные звезды находятся намного дальше. Проблема с оценкой их углового диаметра заключается в том, что границу между самой звездой и ее атмосферой иногда очень трудно определить. К этому нужно добавить тот факт, что звезды пульсируют, а потом их размер меняется. К счастью, существует несколько эффективных методов оценки размеров звезд. Один из них дает очень точные диаметры, но может быть использован только для ограниченного количества звезд. Что это за волшебная космическая рулетка? В ее роли выступает наша Луна. Способ измерения расстояния заключается в наблюдении за ослаблением света звезды, когда перед ней проходит наш спутник. Астрономы при этом засекают время, необходимое для того, чтобы яркость звезды упала до нуля. Поскольку мы знаем, как быстро Луна движется по своей орбите вокруг Земли, можно вычислить угловой диаметр звезды. Если расстояние до нее также известно, получится определить диаметр светила в километрах. Правда, это работает только для довольно ярких звезд в зоне зодиака. Луна или гораздо реже планета может пройти перед ними, если смотреть с Земли. Впрочем, существуют и другие способы определения размера далеких небесных тел. Зная расстояние, яркость на единицу площади и количество света, попадающего в телескоп, можно вычислить площадь объекта и, следовательно, узнать его размер. Исходя из подобных расчетов, самой большой звездой в локальной Вселенной считается UY-щита.
Радиус звезды примерно в 1700 раз больше солнечного, а объем примерно в 5 миллиардов раз превосходит нашу звезду. Этот красный сверхгигант находится в нашей галактике на расстоянии 9,5 тысяч световых лет от нас, и он примерно в 120 тысяч раз ярче Солнца. Если бы эта звезда каким-то образом оказалась в центре Солнечной системы, то поглотила бы Меркурий, Венеру, Землю, Марс и даже Юпитер. Ну и пару слов о планетах. Их радиусы определяют, когда объект проходит перед своей звездой. Тогда астрономы видят тень экзопланеты, а следовательно ее размер относительно светила. Этот потрясающий небесный театр теней, и он помогает ученым вычислить настоящий диаметр планеты. Размер, как говорится, имеет значение, но все же более важным параметром ученые называют массу, хотя бы потому, что размер звезды может меняться, в то же время масса является более постоянной величиной. Вместе с тем, масса тоже зависит от многих факторов. Если вы решите проверить свой вес в разных местах космоса, вас ждут неожиданные сюрпризы, и тогда все станет понятнее. Впрочем, давайте обо всем по порядку. Астрофизики взвешивают все в широчайшем диапазоне, от электронов до самых крупных космических объектов. Это вроде бы обычный и знакомый нам процесс. Встал на весы — готово. Однако на самом деле все сложнее. Когда мы взвешиваемся, то определяем не свою массу. На табло возникает показатель силы, с которой наше тело притягивает гравитация Земли. На других планетах будут иные результаты, и мы можем использовать это невероятное свойство природы в своем путешествии. Стрелки ваших весов застыли на 100 килограммах, и вы не знаете, как сбросить вес? Все очень просто. Летим на Марс, и там вы будете весить 35 килограммов, как ребенок. Хотите еще меньше, тогда вам на Луну. Там ваше тело потянет менее чем 15 килограммов. Но это уже вообще анорексия. Так что, может, на нашем спутнике взвешиваться не стоит. Еще хуже все будет в условиях полной невесомости. Став на весы, вы можете получить настоящий шок. Табло покажет 0. Впрочем, результат будет аналогичным, если бросить на чашу астероид, планету или целую звезду. Хорошо, но как тогда взвешиваются члены экипажей Международной космической станции? Зная величину силы тяжести и измерив ускорение тела, можно вычислить его массу. Для этого на МКС установлен ускоритель с соответствующими датчиками, и космонавты регулярно пользуются его услугами. Правда, механика этого устройства несколько сложнее, чем весы, зато она обеспечивает приемлемую точность результатов. С космическими объектами все иначе. Мы не можем до них дотянуться и определить массу с помощью специального устройства, подобно астронавтам на МКС. Как же астрофизики выходят из положения? Прежде всего, здесь нужно учесть, что существует два типа массы. Про первую, инерционную, мы только что рассказали. Вторая, гравитационная, определяет, насколько сильно тело будут притягивать к себе другие объекты под действием всемирного тяготения. Ученые очень долго пытались выяснить, всегда ли величина этих двух масс для одного и того же объекта совпадает, или при каких-то обстоятельствах они отличаются. Понятно, что не существует реального рычага, с помощью которого Архимед хотел поднять Землю. Но во все времена ученые мечтали это сделать. Взвесить Землю впервые попытался британский физик Генри Кевендиш в 1797-1798 годах. Он использовал усовершенствованный им крутильный маятник с предварительно измеренным показателем упругости. На его концах были закреплены маленькие металлические шарики. Ученый хотел зарегистрировать изменения при приближении к ним гораздо более тяжелых свинцовых шаров массой по 158 килограммов. Зная силу, с которой малые шары притягиваются к большим, а большие к Земле, ученый смог вычислить ее среднюю плотность. Параметр оказался равным 5,448 грамма на сантиметр в кубе. Это был невероятно точный на то время показатель, который менее чем на процент отличается от современного значения. Результат позволил заключить, что наша планета
состоит преимущественно из металлов, а вода и каменистые породы занимают в ее составе сравнительно небольшую долю. Радиус Земли, следовательно, и ее объем во времена Кевендиша были уже достаточно хорошо известны, и дальше не составило трудностей вычислить массу. А зная ускорение свободного падения у земной поверхности, можно было рассчитать значение гравитационной постоянной. Дальнейшее ее уточнение связано с изучением движения Луны и измерением среднего расстояния до нее. Это, в свою очередь, позволило распространить данные методы взвешивания на Солнце и другие планеты Солнечной системы. В конце XIX века уже были с приемлемой точностью известны средние расстояния всех планет от Солнца, благодаря чему удалось определить массу нашей звезды. Она составляет невероятные 2 на 10 в 30 степени килограммов, двойку с 30 нулями. Также более или менее точно взвесили планеты, имеющие спутники. Массу Меркурия и Венеры оценили по гравитационным возмущениям, которые они оказывают на другие объекты Солнечной системы. Показатель уточнили, когда к этим планетам полетели космические аппараты. Есть и другие способы определения массы планеты или ее спутников. Подсказки могут дать их орбиты. Чем больше скорость небесного тела, тем мощнее сила притяжения со стороны его хозяина. Это заставляет планету или Луну двигаться по замкнутой орбите. Рассчитав их скорость и радиус орбиты, можно определить массу центрального тела, звезды для планеты или планеты для ее спутника. А вот оценки массы карликовых планет, комет и астероидов, до сих пор не блещут особой точностью, кроме тех, где побывали космические зонды. В двойных звездных системах, где оба компаньона мало отличаются друг от друга, центр масс расположен в пространстве между ними. Чем ближе планета окажется к этому центру, тем она будет тяжелее. После звезд и планет ученые решили дотянуться до галактик. И, конечно, нам интереснее всего посмотреть это на примере Млечного Пути. Есть несколько подходов к оценке массы галактики. Один из них требует исследования движения в ней звезд. Большинство из них вращается по круговой орбите вокруг галактического центра. Это дает возможность исследовать скорость и расстояние звезды от центра, чтобы определить массу внутри ее орбиты. Однако недавно астрономы выяснили, что масса галактик значительно больше, чем следует из наблюдений за звездами. И основная ее часть приходится на окраины и галактическое гало. Все дело в темной материи, которая составляет большую часть галактической массы. Но какая же в конце концов масса Млечного Пути с учетом всех данных факторов? Считается, что для таких крупных объектов, как галактики, удобнее отображать этот показатель на основе Солнца. Так Млечный Путь тянет примерно на 1 триллион солнечных масс. А вот Вселенную, казалось бы, невозможно бросить, даже на самые современные научные весы. Но это совсем не так. Сам факт ее существования дает возможность установить определенные ограничения на вселенскую массу. Будь она слишком велика, массивные тела уже давно притянулись бы друг к другу. Чтобы определить нижнюю границу, астрономы попытались взвесить все вещество, находящееся в сфере досягаемости современных средств наблюдений. Звезды, галактики, межгалактические газовые облака. Подсчеты постоянно усложнялись с появлением все новых компонентов – экзопланет, темной материи, нейтрино. Самую детальную информацию удалось получить с помощью американского спутника WMAP и Европейской обсерватории Планк. Они изучили реликтовое микроволновое излучение, оставшееся после Большого взрыва. Небольшие вариации фона, связанные с неоднородностями первичной материи и прохождением света через образовавшиеся позже структуры, включают в себя данные о массе объектов. Проанализировав полученные результаты, астрономы подсчитали среднюю плотность Вселенной. Получился эквивалент массе 6 протонов на кубометр. Затем эту плотность умножили на объем пространства, откуда свет уже успел дойти до Земли за 13,8 миллиарда лет принятого возраста Вселенной. Получилась единица с 53 нулями, и это ошеломительно огромная цифра. Конечно, данные еще будут уточняться,
Но вряд ли новые показатели окажутся отличными от уже известных, более чем на порядок. Но вернемся к звездам и планетам. Масса, скорость, яркость, размер и возраст — это, конечно, уже дает нам хорошее представление о далеких небесных телах. Хотя, согласитесь, все равно портрет объекта остается достаточно размытым. Он железный, силиконовый, либо газовый, раскален до адских температур или заморожен подобно айсбергу. Увидим ли мы в том мире прекрасные полярные сияния или жуткие извержения вулканов? Вот такие черты придали бы небесным телам потрясающие краски. И ученым сегодня многое известно о химическом составе звезд и планет, а также природных явлениях, которыми богаты далекие миры. Но каким образом это удалось узнать? Опять же, без реальных проб с поверхности небесных тел, прямых наблюдений за естественными процессами, которые чаще всего не видят самые мощные телескопы. Есть чудесный метод, который все компенсирует. Это спектральный анализ, и мы о нем уже говорили. Метод Доплера используется при поиске экзопланет на основе смещения световых линий их звезд. И это только один из аспектов применения астрометрической спектроскопии. Еще в 1802 году астрономы заметили темные линии на спектре Солнца, а их обширное исследование и классификацию провели в 1814 году. Тогда уже стало известно, что своим набором световых полос обладает Солнце, Сириус, Венера и искусственные источники излучения. Значит, эти линии зависят исключительно от источника света. На них не влияет земная атмосфера или свойства оптического прибора. Вскоре была установлена связь между линиями в спектре Солнца и излучением различных веществ. Оказалось, что каждый химический элемент имеет собственный уникальный отпечаток, свой набор спектральных линий. Следовательно, по излучению любого объекта можно узнать о его составе. Каждый элемент в периодической таблице будет производить ряд уникальных ярких линий. У водорода они выглядят как у гелия, который не похож на углерод, в свою очередь не сходный с железом. Таким образом, астрономы могут определить химический состав звезд и планет по линиям их спектров. В дальнейшем, благодаря спектральному анализу, были открыты многие химические элементы. Это, например, гелий. Впервые его обнаружили на Солнце, за что он и получил свое название. Если вы захотите увидеть полный спектр света, то на Земле это сделать легко. Стоит только выйти из дома после ливня и полюбоваться на великолепную радугу. Наши глаза в этом случае разлагают на составляющие солнечный свет, проходящий сквозь капли дождя. Или если радуги встречаются в нашей местности редко, можно поступить по-другому. Все, что вам нужно сделать, это использовать щель, чтобы сфокусировать узкий луч света на призме. Излучение разделится на соответствующие радуги. Подобная установка на самом деле является базовым спектрометром. Но это только в оптическом или видимом свете. А электромагнитный спектр охватывает все виды излучения: видимое, инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское, радиоволновое и гамма-лучи. С его помощью ученые изучают характеристики далеких небесных тел во всех этих диапазонах световых волн. Ширина линии света подскажет, насколько быстро движется материал. Из этого ученые могут сделать вывод о силе ветров в тех или иных мирах. Если же линии смещаются вперед и назад, это говорит о вращении одной звезды вокруг другой. А когда спектральные линии растут или затухают, значит, в объектах происходят физические изменения. Спектроскопия помогает ученым понять еще очень многое. Она подскажет, как объект вроде черной дыры, нейтронной звезды или квазара производит свет, насколько быстро он движется и из каких элементов состоит. С помощью спектроскопии астрономы приблизились к пониманию природы газовых туманностей, колец Сатурна и многого другого. А излучение между звездами позволяет изучать межзвездную среду и даже заглянуть на край Вселенной, многое узнав о ее форме, возрасте, составе. Сегодня, по словам ученых, без спектрального анализа не проходит практически ни одного астрономического наблюдения. Спектрометры несут на себе марсоходы, зонды, космические телескопы и исследовательские спутники.
Они ищут цветовые отпечатки небесных тел в разных диапазонах, особенно инфракрасном и радиоволновом. Вот один из примеров этого процесса. Свет Солнца отражается от Марса, теряет в синей части спектра больше, чем в красной. Отсюда астрономы делают вывод, что на Марсе много оксида железа, придающего ему красноватый цвет ржавчины. В спектре заметны также две полосы поглощения, связанные с углекислотой. Значит, она есть в атмосфере планеты. Одним из самых важных в спектроскопии астрономы считают вычисление температуры небесных тел. Так что спрячьте градусники, если вы взяли их в полет. Ученые определяют эту характеристику на основе излучения объектов, тепловой энергии, выделяемой в виде инфракрасного света. Его отлично распознают телескопы нового поколения, особенно прибор среднего инфракрасного диапазона Джеймса Уэбба. Что касается звезд, то выделить самые горячие кажется нетрудно. Очевидно, они должны быть наиболее яркими и большими. В реальности все сложнее. Конечно, огромные сияющие космические объекты очень горячи, но по-разному. Если в составе звезды присутствуют тяжелые элементы, то энергия ее излучения окажется в разы больше, или наоборот. И тут возможны самые неожиданные повороты. Экзопланета Кельт-9b, например, оказалась намного горячее многих звезд. Температура ее поверхности достигает 5300 градусов Цельсия. Но до самых раскаленных светил ей, конечно, далеко. В ядре звезд температура способна достигать миллионов или даже миллиардов градусов. При ее измерении важное значение также имеет площадь поверхности небесного тела. Звезды не просто производят энергию, но еще отдают ее в космическое пространство. И чем больше площадь светила, тем больше расход энергии. Однако существует еще множество параметров, которые влияют на термические показатели звезды. Наиболее наглядный — цвет небесного тела. И в соответствии с этим астрономы составили упрощенную систему определения температуры светила. В ее основе лежит излучение черного тела. Понять, что это такое, вам поможет маленький эксперимент. Если вы возьмете темный железный прут и будете нагревать его в кузнечной цепи, то он начнет менять цвет. Сначала станет красным, затем раскалится до оранжевого, желтого, белого и, наконец, голубоватого цвета. Этот процесс можно применить и к звездам. Самые горячие голубые гиганты класса О, после них идут светила категории Б, голубовато-белые, А – белые, F – бело-желтые, К – оранжевые, М – красные. Чем дальше категория в этом перечне от начала, тем прохладнее звезда. Самые горячие из них – голубые гиганты, достаточно редкие. На сегодняшний день астрономы обнаружили всего лишь немногим более 500 таких светил. Возможно, это связано с их коротким веком. Желтые карлики, подобные Солнцу, живут десятки миллиардов лет, а красные карлики вообще относятся к небесным долгожителям, возраст которых иногда исчисляется триллионами лет. Зато раскаленные голубые звезды, ярко блеснув на небе всего несколько миллионов лет, обычно взрываются сверхновыми. Но это еще не все. Нужны подробные сведения об атмосфере объекта, отражательные способности его облаков, наличие или отсутствие парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей в расчетах во время космического путешествия вместо комфортной обстановки на какой-то экзопланете мы можем попасть в адский холод или жару. Если, например, не учесть такой параметр, как отражательная способность облаков, средняя температура на Венере окажется минусовой, а проигнорировав эффект парниковых газов, получим Землю-снежок. Избежать ошибок поможет изучение атмосферы планет. Так удалось выяснить, что экзопланета Кельт-9b из созвездия Лебедя, о которой мы уже говорили, безумно раскалена. Причем настолько, что на ней даже разрушается структура химических элементов. Планета всегда повернута одним полушарием к своей чрезвычайно горячей звезде, не в силах преодолеть гравитацию близкого светила и вращаться вокруг своей оси. Молекулы газообразного водорода, вероятно, разрываются на дневной стороне. Они не могут повторно сформироваться.
пока их разрозненные атомы не перетекут на ночную сторону планеты. Из-за экстремального излучения звезды атмосфера Кельт-9b раздулась как воздушный шар. Газовый гигант в 2,8 раза массивнее Юпитера, но в 2 раза менее плотный. Планета Печь, конечно, не подходящее место для посещения, однако даже издали она представляет собой невероятное зрелище. Вероятно, мы увидим у этой планеты великолепный хвост из газа. Его образует материя, испарившаяся с поверхности Кельт-9b под воздействием мощного ультрафиолетового излучения ее горячего светила. Тем временем радиотелескопы выясняют важную информацию о магнитном поле объектов. Оно, к примеру, защищает планеты от космической радиации и не позволяет солнечному ветру сдувать атмосферу. Находясь на поверхности Земли, мы знаем о его существовании благодаря компасу. Еще один признак магнитного поля – полярное сияние. Их вызывают потоки солнечного ветра, попадающие в ионосферу. Вот только на колоссальных расстояниях до экзопланет подобные явления не различить. Но это не беда. Дело в том, что помимо излучения в видимом диапазоне, полярное сияние генерирует и низкочастотные радиоволны. Они прекрасно распространяются в космосе. Обнаружить такие волны гораздо проще, чем сами авроры. Полярное сияние на Юпитере впервые зарегистрировали именно благодаря радиоизлучению. Впрочем, во время путешествий мы сможем увидеть нечто более яркое и грандиозное, чем авроры. Астрономы все чаще находят вулканы в разных местах Вселенной, на планетах, звездах и даже кометах. Они порой раскрашивают небесные тела во все цвета радуги во время извержений. Так недавно астрономы наблюдали живописное зрелище – взрыв вулкана на спутнике Юпитера Ио. Увидеть такое шоу напрямую – это редкость, ведь дату извержений современная наука позволяет определить очень приблизительно. Узнать о вулканической активности планеты, звезды или кометы помогают свежие кратеры на ее поверхности. Так, до недавнего времени ученые предполагали, что Меркурий давно лишился своей тектоники. Планета в 3,8 раза меньше Земли, и считалось, что всю свою энергию она истратила еще в своей ранней юности. Однако среди данных американского автоматического зонда Messenger астрономы рассмотрели на Меркурии область относительно недавней вулканической активности. Но самое удивительное все же не в этих ярких находках. Невидимые вещества прокладывают путь к главному космическому открытию. Эти биомаркеры, которые находятся с помощью спектроскопии, кислород, углекислый газ, метан и другие, они могут оказаться продуктами деятельности живых существ. Космические технологии продолжают совершенствоваться, и вскоре астрономы смогут еще лучше изучать далекие небесные тела. Недавно на 3,5-метровый телескоп WION-1 в Аризоне установили спектрограф NEID, самый продвинутый на сегодняшний день. Он способен с беспрецедентной точностью анализировать инфракрасный спектр далеких звезд, эффективно искать небольшие экзопланеты у близких ярких светил и определять их данные, в том числе биомаркеры. Недавно NEID записал на свой счет первую находку – экзопланету, которая обращается вокруг звезды HD 86728. С помощью анализа света ее системы удалось определить, что в поле зрения астрономов попала суперземля. Она расположена в 5 раз ближе к своему желтому карлику, чем наша планета, и должна представлять собой пылающий от жары мир. В таком аду вряд ли найдутся биомаркеры, и вообще условия для нашей экскурсии, скорее всего, неподходящие. Но это лишь первая проба сил NEID. А если учесть, что вскоре планируется ввести в строй целую серию перспективных спектрографов, то они наверняка порадуют нас множеством новых потрясающих маршрутов.